Здравствуйте, друзья! Сегодня покажу вам одну орхидейку и сразу скажу, что я разочаровалась в посадке в стеклянные горшки. Первая причина – это в таких горшках очень хорошо растут водоросли, а этот горшочек стоял на солнечном освещении, а когда попадают ультрафиолетовые лучи, ну просто замечательный рост. Когда у меня находятся цветочки в двойных горшках, сейчас просто вам покажу, двойной горшочек, и когда начинает расти водоросли вот здесь внизу двойного горшочка, я просто этот горшок промываю, тогда в этом горшочке меньше образуется этих водорослей. Ну а здесь я никак промыть не могу, поэтому их очень много. Может быть, они, конечно, не мешают жизни орхидеи, я это уже рассказывала про водоросли в горшочках, но здесь мешает жизни другое. Я сажала, она была маленькая, миничка, а со временем выросла, ну, такого до среднего размера. Корней в горшке очень много, и видно, вот они молодые корни, им видно, что им некуда расти, вообще некуда расти. Даже вот здесь есть корешок, сейчас я вам его покажу. Вот корешок, и он хочет вот здесь расти, маленький, а ему просто некуда в это стекло расти. Ее нужно и пересадить, ну и, конечно, уже я его пересажу в двойной горшочек. Как сейчас буду отсюда вынимать орхидею, понятия не имею, поэтому давайте это сделаем вместе. Просто сейчас переверну и постараюсь оттуда удалить керамзит, а что будет потом, наверняка к стеклу корешки приросли. Ну давайте вместе переворачивать это все и пытаться вытащить оттуда керамзит. Кстати, и поливать не очень удобно. Это такая полузакрытая система, она хоть и с дырочками, но все равно не очень это все удобно. И вполне возможно, что в такой полузакрытой системе внутренние корни, они запросто могут загнить. Так, ну что, почти весь керамзит я оттуда выбила. Теперь будем... Орхидейка двигается, но не вся. Вот здесь явно приросли корешки. Нет, здесь двигаются корешки. Да, не все, собственно говоря, двигаются, но вот как ее вытащить? Потому что даже при том, что вот эта часть шире, а это уже, все равно это мешает тому, чтобы вытащить ее, не поранив. Так не получается. Давайте посмотрим здесь. Может быть, здесь что-то приросло. А давайте, как в прошлый раз, нальем в нее воды с зеленым мылом и попробуем по скользкому тогда уже вытащить из горшочка. Сейчас я это все сделаю. Налила в емкость водички. Обычно я в такой емкости поливаю погружением, потому что вот в этом горшочке сложно заклеить в этом стекле эти дырочки, потому что все равно водичка отсюда просачивается. Поэтому я придумала, вот ставлю просто вот так, в такую посуду наливаю воду и просто опускаю орхидею. Но сейчас в этой же мы попробуем сделать зеленое мыло. Я хочу налить пару столовых ложек зеленого мыла. Размешаю его. Водичка у меня тепленькая, 28-32 градуса, я ее померила. Поставлю сюда, как обычно это я делаю, орхидею. Вот смотрите, вот так в горшочек набирается водичка, так я ее поливала раньше.
И сейчас мы с вами попробуем ее извлечь. Не получится, значит разобьем горшок. Сейчас промочим ей там все корни. Или подолью сейчас воды, потому что нужно, чтобы вот эти корешочки тоже стали в мыльном растворе были. Подливаю еще немного воды. Так, сейчас попробуем. Так, аккуратно. Пробуем вытащить корни. Ну что, второй раз у нас получается, после того, как мы намочили ее в зеленом мыле, получается безболезненно вытащить корни. Смотрите, какие корешки. Корешков столько много, но расти им совершенно некуда. Причем они вовнутрь не растут, вон там везде пустота, они растут только по внешней стороне. Есть небольшие гнилые корешки, мы сейчас срежем их. Орхидейка старенькая. Ну, в плане того, что она у меня, наверное, года 3-4, причем ни разу не цвела. Это была какая-то уценка. Я даже не помню, как она цветет. Поэтому очень бы хотелось, чтобы она зацвела. И вот в этом горшочке она цвести второй год не захотела. Поэтому сейчас я ее пересажу. Здесь нечего обрабатывать. Старые сейчас корни гнилые я подрежу все. Конечно, за такое время у орхидеи обязательно должны образоваться какие-то старые, ненужные ей корни, поэтому их нужно обязательно убрать. Так. Здесь что-то есть. Вот такие все корешки убираем. Это не корешки, которые сгнили у нее, а это просто корешки уже старенькие, которые отжили свой срок. Вот я здесь их сейчас подрежу, этот корень, и уберу. Они все там где-то внутри, эти старые корешки. Обрабатывать, естественно, я ничем ее не буду. У нее очень много молодых, желающих расти корней. Просто им было некуда. Ну и все, и больше ничего нет. Стволик у нее не сильно там большой. Не знаю, видно вам или не видно. Давайте вот в эту прогалинку покажу. Внутри нет никаких плохих корней. Значит, полив был весь правильный. Я поливала, потом водичку сливала. Вот так замачивала в этом ведерочке. Потом водичку все сливала. И только летом оставляла вот такое количество воды здесь. Сейчас зимой... У меня еще несколько орхидей в такой есть посадке. Зимой я всю воду сливаю обязательно. И просушиваю. Просыхают они, кстати, очень быстро в этих горшках.
Так, и вот в такой двойной горшочек. Сейчас мы померяем, поместится она у нас или нет. Она у нас помещается сюда. Или сейчас посмотрю еще один горшочек повыше. Сейчас еще один принесу горшок. У меня есть горшочек буквально на сантиметр повыше. И, наверное, это будет лучше. Смотрим. Вот этот, наверное, горшочек нам больше подойдет. Вот так. И просто засыплю ее свежим керамзитом. Старый использовать не буду, потому что зелени там было много в этом горшке. Поэтому я его промою. И, естественно, керамзит я не выбрасываю, я его опять использую. Промываю и использую. Это не кора, поэтому керамзит не разлагается. И засыпаем. Я засыпала орхидейку керамзитом. Не получилось совсем сделать ее посерединке, потому что такое количество корней, как она встала в горшочек, так и встала. Поливать буду, естественно, по мере просыхания корней. Корни видно в горшке. Немного, но видно. Вот они. Вот и вот еще. Иногда бывают вот такие пустоты. Воздушные карманы получаются у орхидеек. Что я делаю для того, чтобы туда продвинуть керамзит? Опять острой палочкой. Острой палочкой вот так вхожу в горшочек. По стеночке, исключительно по стеночке. Чуть-чуть продвигаю корень и продвигаю керамзит. Для того, чтобы в эти воздушные карманчики тоже попали керамзитинки. Так, ну, положим их сверху. Вот видны корешки. Здесь пока не будет их видно. Но я думаю, что при этом количестве корней молодых, которые там были растущие, я думаю, что очень-очень быстро корни дорастут до внешней стороны горшочка, и мы их обязательно увидим. И сюда еще подсыпаем вот так керамзит. Орхидейка капризна тем, что она, во-первых, не хочет цвести в этом, ну, в том, котором был горшочек. И у нее есть особенность еще одна. Она очень любит выпустить новый листик и отсушить старый листик. Ну, так она растет, так ей нравится вот этот желтый листик. При том, что она выпустила новый, она его сейчас потихонечку отсушит. Причем она не сразу сбрасывает лист там за неделю какой-то. Она его может отсушивать в течение 2-3 месяцев. Ну, вот такие особенности бывают орхидеи. Это именно особенности этой орхидеи. А так, надеюсь, что теперь она зацветет. Очень бы хотелось. Я думаю, что цветочки у нее какие-то там беленькие. Но все равно же хочется знать, как она цветет. Теперь надеемся на ее хороший рост и цветение. Так что не всегда красивые горшки, прозрачные, стеклянные, хороши для наших орхидей. Не всегда закрытая система, полузакрытая система подходит орхидеи. Хотя она себя чувствовала, в принципе, неплохо. Вы видели, какие корни. Но их столько много, что они перестают расти. То есть они наклевываются молоденькие, они растут, им некуда расти. Поэтому и такие бывают пересадки по какой-то необходимости. Хотите узнать продолжение об этой орхидее? Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Я обязательно еще раз расскажу об этой орхидейке. Ну тогда уже, когда она зацветет. До новых встреч, друзья!